Ну что ж, господа, вставай и снимай. Фотосессия, позирование – это танец. Ля-ля тополя, танцы с бубнами. Если вдруг совсем все печально, там где-то на самом дне торта есть бесплатный отражатель. Все свадебщики через это проходят. Не благодарите. Возможно, вы чувствуете в этом какой-то подвох, я в этом уверен. Ну, собственно, эта официальная часть закончилась. Да, а теперь, Калина, включай камеру. Бэкстейдж будет просто золото. Пацкая я открыла. А можно еще раз? Ну что ж, друзья, мы решили, пока лето не закончилось, поднять очень актуальный для многих вопрос. Это фото-видеосъемка в самое что ни на есть полуденный такой режим, в полуденное время, в летнее солнцестояние, когда жесткость теней превышает все допустимые нормы и переходит все рамки приличия. Какие есть варианты решения данного вопроса? Самый первый и самый верный – не снимать в такое время. Выбирать более вечерние, либо более утренние режимные времена. Все самые яркие и сочные фотографии всегда получаются в вечернее время, когда солнышко уже практически на закате. Но что нужно сделать для того, чтобы ваши фотографии не были вот такими? Что нужно сделать для того, чтобы улучшить качество ваших снимков, несмотря на то, что вы снимаете в самое что ни на есть пекло, в самое что ни на есть ужасное время? Первое, что мы будем сегодня, о чем мы будем сегодня рассказывать и повествовать, это отражатель. Самая большая проблема отражателя, если вы снимаете большим отражателем, то это яркий свет, который он отражает. Да, вы высветите тени, но лица будут вот такие вот. Второй очень важный момент – это отражатель не ставить на пол. Ну, многим тяжело поднимать отражатель, держать его в верхней точке, они его просто ставят на землю, на пол, на песок и таким образом снизу подсвечивают тень. Это не совсем естественное освещение, солнце все-таки свет мы в студии выставляем сверху под 45 градусов, и он должен исходить с верхней точки. С нижней это немножечко противоестественно, и, соответственно, и снимки получаются, ну, такие себе. Мы начнем с отражателя, и дальше мы его модифицируем и расскажем, как еще можно с ним работать. Поехали. Кстати, да. Мы бы не были проектом «Вставай, снимай», если мы сюда привели подготовленную модель и начали отрабатывать здесь какие-то приемы просто банально, как это делают все. Мы пойдем это делать, блуждая по пляжу, распугивая людей, а может быть и наоборот привлекая. Поехали. Подкат номер один, попытка номер один. Здравствуйте. Я уверен, что к вам постоянно люди подходят и спрашивают по поводу всяких фото-видеосъемок, ну, потому что у вас такая нестандартная, скажем так, внешность. Вот. Мы с проекта «Вставай, снимай» занимаемся уличной фотографией и снимаем эпизод, посвященный такому съемке в солнцестоянии, ну, скажем так, не самым приятным. Но, тем не менее, мы запаслись всякими устройствами. Вот. Ничего вам для этого делать не нужно, идти никуда не нужно. Это все просто может происходить прямо здесь. И это не займет у вас абсолютно много времени, буквально каких-то там минут 5. Мы вернемся через несколько минут, вы пока отдохните, да, от того, что мы тут информации нагрузили.
Yeah, I'm understanding you. But I don't want a photo for my photo. Okay? Окей. К вам еще никогда не подходили на пляже и вместо пахлавы не предлагали фотографии бесплатные? Звучит странно, да? Поесть, конечно. Лучше бы поесть. Парни, у вас есть что-то поесть? Мы, кстати... Надо, это будет тогда уже за... Да. Как вы смотрите на то, что мы в такое солнцестояние сделаем несколько обучающих, в рамках обучающей нашей программы сделаем несколько снимков, которые, понятное дело, мы вам вернем обязательно. Это займет буквально каких-то парочку минут вашего времени, вам никуда ходить не нужно, просто развернуться спиной к солнцу и красивенько продолжать лежать на вашем ложе. Ну, почему так? Возможно, вы чувствуете в этом какой-то подвох, я в этом уверен. Просто не хочется даже спинкой поворачиваться, хочется вот лежать и все. 2 минуты? Нет. Хорошо, мы вернемся к вам чуточку попозже, когда вам нужно будет переворачиваться. Вы сейчас тут сгорите с этой стороны, вам нужно будет переворачиваться, да. Дубль 2. Девушки томятся на пляже. Я просто веду свой дневник. Да. Можно без Без вас? А как же, если в моем дневнике вы попали ко мне в поле зрения, я должен про вас рассказать. Можно что-то вырезать. Вырезать? Да. Прямо вот так вот жестко. Мы хотели просто вас сфотографировать красивых. Нет? Но вы переворачиваетесь, сильно не обгорайте там с одной стороны. Как вы смотрите, если мы в рамках нашего обучающего проекта поможем вам с легкой фотосессией? Все то же самое, что вы делаете, единственное, мы подсветим, чтобы это было поинтереснее, покрасивее, и много это времени не займет абсолютно. Это прекрасно. Ну вот, собственно, у нас есть первый человек, который пошел к нам навстречу, и это очень похвально. Вы случайно моделью не подрабатываете? Так, все, я готов. В финальной фазе вот волосы раздувались. Just pick up the phone and call me. I'll be there. Girl, let me show. Ну что ж, господа, помним про правило 45 градусов. Источник света должен быть исходить, ну, желательно под 45 градусов. Поэтому вам желательно отражатель держать выше над головой. Это самый простой, самый бюджетный и самый доступный метод. Единственное, на что вам нужно потратиться, это на зарплату вашему ассистенту. А как вас зовут? Там очень громко музыка. Девушке бы по попе надают, так что нет. Так, а мы ничего незаконного не делаем. Мы даже никуда идти не будем. Мы все здесь на месте сделаем, снимем вам красивых пару фотографий, отдадим и все. Нельзя. Почему нельзя? Вам жалко, что у нее будут хорошие фотографии? Я не хочу. Мне завидно. Хорошо, мы тогда сжалимся и сделаем вам тоже несколько новых аватарочек для этот сам, чтобы был баланс. Человек скромный. Так, а мы только скромных и снимаем. Пока никого нету, вышла достаточно плотная туча такая, и я решил рассказать об этом, что в принципе, если у вас нету особо какого-то оборудования, ассистента, либо дополнительного отражателя, света, всего чего угодно, можно в принципе дожидаться вот таких вот тучек, которые выходят и рассеивают свет. Но опять же, тут вопрос в динамике фотосессии. Если вы ее ведете достаточно в таком быстром темпе, то ждать, пока выйдет туча, это значит упустить эмоцию. Не очень подходящий вариант. Чтобы быть максимально объективным, я хожу сам. Ну и опять же, чтобы не отпугивать людей, потому что у нас тут такая команда, такие гастарбайтеры ходят, цыганщина, что люди просто пугаются. Вот, поэтому я выхожу на охоту один, а потом, когда жертва соглашается, мы начинаем брать за все руки и ноги и тащить. Настя аналитик, она анализирует ситуацию, и в данный момент она проанализировала, что в принципе здесь никакого подвоха нет. Да. Можно пробовать. Давай, пошли. Да, можно трогать воду, можно трогать волос влево, вправо. Вот, хорошо. А ну еще раз вот в очки посмотри, когда ты там
взгляд по песку вниз. Количество слов в минуту, которое приходится говорить в момент вот таких вот спонтанных и случайных фотосессий, превышает все мои возможности. Во рту аж пересохло. Это делается для того, чтобы максимально быстро человека ввести в курс дела, максимально быстро раскрепостить, максимально быстро увести от съемочного процесса. Это, наверное, залог такого быстрого контакта. Заговорил зубы. Вот, я всегда говорил, что мы чем-то, наверное, похожи на цыгане. Ля-ля, тополя, танцы с бубнами, колечки, свистелки, всякие тут моргалки, яркие какие-то отвлекающие маневры. Если вдруг каким-то магическим образом у вас не оказалось под рукой отражателя, и вы являетесь обладателем какой-нибудь колесницы, в летний период времени у вас наверняка есть обычный солнцеотражающий щит, вот такой, солнцеотражающая фигня, я не знаю, как она правильно называется. Короче, вы натягиваете этот отражатель, и ситуация в корне меняет. Просто под рукой, и в случае чего эта штука может вас выручить. Кстати, у меня в портфолио есть несколько фотографий, которые я сделал именно благодаря вот этой хрени, потому что не было под рукой отражателя. И еще то, чего мы не нашли, если вдруг у вас какое-то коммерческое мероприятие, там, я не знаю, день рождения, свадьба или еще чего-нибудь, очень часто на таких мероприятиях люди приносят торт. Если вы обращали внимание, если вы когда-нибудь доходили до дна вашего торта, там подложечка, она с одной стороны серебристая, с другой стороны золотистая. Прям полноценный отражатель. Он вот такого маленького диаметра, но на случай, если вдруг у вас ничего не будет под рукой, вы знаете, что там где-то на самом дне торта есть бесплатный отражатель. Не благодарите. А как зовут? Николь. Николь? Нифига себе. Ты немножко переживаешь от сумбурности всей ситуации. Я тебя понимаю, да. Мы как цыгане нападаем на людей постоянно. Еще не гадаем на руке, но тем не менее. Вот, хорошо. Мы только зашли сюда на территорию Альмеки, еще даже ничего здесь не разложились, не нашли тех людей, которых мы искали. Вот, решили не терять зря время и начать действовать. Второй источник света – это импульсная вспышка. Трансмиттер обычный классический Canon и вспышка обычная классическая Canon. Если у вас есть возможность взять генераторный свет 650, 800, 1200, вы, конечно, можете снимать абсолютно в любых условиях, в самое яркое солнце, вы можете его выключить, потушить, проблем с этим никаких не будет. Бюджетный вариант вспышка, хотя сказать, что он бюджетный, не скажу, но вы знаете, где покупать китайские вспышки, их сейчас в ассортименте. Мы пошли искать нашу публику, которую мы будем дальше снимать, отрабатывать следующие источники света. У вас сегодня будет движ. Да. А почему у вас так мало? У вас же было больше. Нет, было двое. Вам нас мало? Нет, нам вас немало, но... What do you say if we take a few pictures for our YouTube channel? It's about street photography, about people, about... It's okay for you? Ребята приехали из Бразилии, мы здесь заделались под местных фотографов и просто забираем контент. Напоминаю, мы отрабатываем импульсное освещение, показываем, как работать в подобных условиях. Ребят фотографировал для Альмеки. Это Бора-Бора. А где Альмека? Альмека вот там следующая. А вы не туда попали. Нормально. Короче, дело приняло другой оборот. Мы, оказывается, зашли не на тот пляж, но тут тоже неплохо. О боже мой, нет. Налетели. Маленький променад по территории этого заведения и что? Да и все, мы сильно не будем усложнять. Желательно волосы распушить. А давайте пойдем там пройдемся по территории.
Попробуем сейчас оттестим вспышку в лоб, чего я не очень полюбляю, не очень рекомендую, но иногда за неимением лучшего, хотя у нас есть лучшее, мы попробуем вот так сделать. Друзья, если ваша локация располагает таким прекрасным блестящим белым полом, от которого у меня глаза жмурятся, у вас будет другая история. Вы будете бороться уже с чрезмерным освещением с нижнего ракурса, с нижней точки. И вам в любом случае нужно будет чем-то компенсировать это с верхней. Если вы еще к этому всему добавите отражатель, то ваша модель просто расплавится. Еще маленький лайфхак, как лучше выходить на подобные съемки. Точнее, не как, а в какой одежде. Лучше выходить в светлой одежде. Если вы будете подходить, снимать на что-нибудь в меру широкое из серии 35 мм, вы будете находиться к своей модели на расстоянии там, в районе метра-полтора. И если вы поставите спиной к солнцу модель, а именно так я рекомендую постоянно делать, и на вас будет белая футболка, какая-то часть фотонов, какая-то часть света в любом случае попадет на лицо, и уже не будет таких глубоких провалов, и потом на посте, когда вы будете вытаскивать эту фотографию, она будет чуть-чуть легче тянуться, чуть-чуть в тенях будет больше информации. Здесь на площадке, на локации вы вряд ли это заметите, но поверьте, лучше одевать белую футболку, как минимум легче, как максимум немножечко будет светлее. Мы сняли с нашего отражателя, вернее, сняли отражатель, раздели его, сняли чехол отражающий, вот эту вот серебристую и золотистую часть, и оставили рассеиватель. Как мы видим, нету никаких жестких теней, мне уже стало намного комфортнее, даже прохладнее, я бы так сказал. Поэтому мы поставили вспышку, она у нас стоит на стойке. Чтобы не было на лице вот этой всей жесткой истории, мы сейчас рассеивателем все это будем убирать. Мы видим, что здесь с левой стороны достаточно много света, и в принципе можно и не подсвечивать. Но тем не менее мы попробуем сделать и так, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Broken heart and shattered lives. Let me go for one day. Let me lose myself. Oh, I knew. Настя профессиональная модель, оказывается. Какие люди нам попадаются. Сейчас будем отрабатывать другой источник света. Я думаю, что мы перейдем к отражателю, потому что он больше всего подходит для подобных фотосессий. Знакомьтесь, это Полина, профессиональнейший человек в области танцев. Да. Мы, собственно, и познакомились именно таким образом. Мы увидели, какие необычные движения исходят от Полины. Да. У нас тотальный провал по переднему плану, у нас там просто глобальная тень, поэтому нам нужно срочно ее поднимать. Для этого мы берем самый большой отражатель. Именно таким устройством можно выбелить все то, что нам нужно. Но задача поднять как можно выше, потому что модель находится достаточно высоко. Get out of my mind, just get out of my sight. Let me go for one day, let me lose myself. Oh, I knew. Хорошо. Посмотри вот туда, вот в сторону этих томных людей. That it would die, that we would come to this, that we would say goodbye. Я благодарен этим двум прекрасным леди за сотрудничество, за то, что мы познакомились здесь на пляже, который мы перепутали, когда входили на территорию. Вот. Все то, что происходило здесь сегодня, это все было случайно, спонтанно, все в классическом стиле, все как мы привыкли, все как привыкли вы. Спасибо вам за сотрудничество. Я надеюсь, что из того, что у нас здесь происходило, получатся какие-то хорошие фоточки. Да. Ну что ж, дамы и господа, мы закончили наш небольшой урок по освещению. Почему закончили? Потому что солнце уже смещается по ту сторону Днепра, оно уже становится достаточно низко, часто заходит за тучи, за облака. И это говорит о том, что можно брать в руки совершенно другие инструменты. Собственно, один из них — это софтбокс. И еще один момент — это постоянный свет.
Мы его умышленно не использовали в данных условиях, потому что все, что он может в таких ярких условиях, это дать вот такой прям пучок света, ну, прям очень-очень собранный, и вряд ли это вас спасет, вряд ли это поможет, потому что интенсивность его не такая высокая, как импульсные вспышки. А это для вечерних уже фотосессий, и когда вот сейчас солнце начнет переваливать по ту сторону, как я уже рассказывал, будет вечереть, тогда можно уже использовать и софтбокс, и постоянный свет. Поэтому, друзья, я вам желаю правильного, горизонтального, уже такого закатного, либо рассветного солнца, света. Не снимайте, берегите себя, не снимайте вот в такую жаркую и томную погоду. Договаривайтесь с вашими заказчиками, с организаторами, чтобы смещали на более позднее режимное время. С вами был Валентин Христич, верная команда. Томные, жареные. Ждем ваших подписок, комментариев, колокольчиков и прочей активности. Как вы считаете, люди красиво получаются, когда солнце в зените? Естественно, человек всегда красив. Я не согласен. Я просто шампанское открыла. А можно еще раз? Сколько денег? Денег есть сколько? Денег есть сколько? А туда дрочите бабу. Дрочите бэбу? Я такого, бля, еще не слышал. Ты ее, бля, фотоснимок, бля, иди сюда, я сказал, пусть ты села. А ну-ка, назови цены. 250 час. Чего? Фотосъемок. Дядя, Я в Турции работаю. ты немного не дослушал. Аккуратно, плавно. Нежно. 250, очень обходительно. 250 час фотосъемок. Отлично. 250 чего? Условных единиц, блядь, мы в Украине. Ну вот то, не говори, хуйню пиздишь, что ж набила, бля. 250 час. А ты с какого района? Соломы, дядь. С Соломы? Слушай, ну не с Троещины, да? Все, удачно вам здесь затусить, зависеть. Все, хорошего вечера. Поедительного вечера, без датых эмоций.